Ладно. Теперь Владимир. Во-первых, спасибо, что пришли. Во-вторых, спасибо Ярославу и Марии за то, что помогли с организацией. Там ради нас даже перенесли один семинар, поэтому давайте поаплодируем. Зачем меня вообще сейчас слушать? Действительно. Да. Действительно. Я не веду тренинги по рациональности как Пион, я не работал 15 лет в банках как Леонид, я даже не заканчивал MBA в Чикаго. И вообще у меня даже нет... Смотришь, я тоже не заканчивал. Что вообще? И вообще я даже не заканчивал университет. И как некоторые люди думают, что о чем вообще можно говорить с такими людьми, у которых нет диплома. И, возможно, мне стоит послушать, потому что я расскажу о некоторых вещах, зная которые я ранее, было потеряно значительно меньше времени, нервов и денег. И я в этом мнении не одинок. Есть, например, такой товарищ Чарли Менгер, который на протяжении нескольких десятилетий был партнером Уоррена Баффета и был и является им. И в одном из интервью он сказал, что вот зная он один из принципов, о которых я буду говорить дальше, он бы не потерял $30 миллионов на сделке. И есть такой миллиардер, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Capital Рэй Далио. Вот он тоже в своем интервью сказал, что зная он некоторые выводы, о которых мы сегодня поговорим, он бы не довел свою компанию до банкротства в 80-х годах. План такой. Я сначала расскажу о некоторых своих ошибках, к чему они привели, о сделанных выводах и как их применять. Первая ошибка. Я инвестировал куда не нужно было инвестировать, из-за чего было потеряно более 90% капитала. Вторая ошибка. Я не туда инвестировал на личном фронте. Было вложено очень много времени, нервов, энергии, и, в общем, никакой был результат. Третья ошибка. Я дал деньги в долг. И да, я часть из них получил назад, но я получил далеко не всю сумму, это произошло далеко не когда должно было произойти. И вот я примерно был похож на этого персонажа в тот момент. И по результату всех этих событий я оказался в жопе. Был момент, когда буквально было нечего есть. То есть не было даже 100 свободных рублей, так что можно было пойти купить какие-то печенья. И, в общем, приходилось как-то из подручных средств что-то там варить. Ну, кстати, я прокачался в этом. Когда я вот повернулся в Москву, в августе этого года, весь мой капитал был 4000 рублей. И то их заняла мама. Был момент, когда я жил в этом живописном хостеле возле автомойки. Причем я там поставил рекорд, оказавшись в 12-местной комнате. До этого у меня максимум был 10 человек в одной комнате. Наверняка некоторые сейчас думают, сколько интересного он потерял. Я думаю, куда 4000 инвестировал. Так вот, общая потерянная сумма была более 10 миллионов рублей. И это было больно. Окей, хватит ныть. Когда все это произошло, можно было подумать, что это череда неудачных обстоятельств или нападки злых духов. Но на самом деле все это было следствие неправильно принятых мной решений. И когда я потом задумался, то подумал, почему это произошло и как сделать так, чтобы подобное не повторялось. И я пришел к некоторым выводам, которыми поделюсь сейчас с вами. Вот перед тем, как меня слушать, стоит понимать, что я ни разу не эксперт, поэтому думайте сами, стоит ли вообще все это применять. Тема презентации «Как не принимать неправильные решения», поэтому давайте сначала введем определение. Что это такое? Я понимаю, неправильное решение – это такое, о котором мы будем сожалеть. И, соответственно, хорошее решение – это то, которое с высокой вероятностью приведет нас к нужному результату. Сейчас объясню на схеме. Очень часто мы оцениваем, является решение хорошим или нет, по результату, к которому оно приводит. Но решение и результат – это разные составляющие. Действительно, вот если мы принимаем качественное решение, то, скорее всего, оно приведет к хорошему результату. И если мы принимаем плохое решение, то, скорее всего, оно приведет к плохому результату. Но это не всегда так. То есть может быть, что из-за влияния каких-то внешних обстоятельств хорошее решение приведет к плохому результату, а плохое решение, наоборот, из-за влияния некой случайности приведет к хорошему результату. Так вот, наша задача сделать так, чтобы часть плохих решений, они стали хорошими. И, соответственно, мы получали больше хороших результатов. Но при этом в любом случае плохие результаты останутся.
И теперь, вот что такое хороший результат? Я это понимаю как победа. Победа в неком важном для нас состязании. То есть будь это накопление капитала, набор мышечной массы, или, например, состязание с другими, занять первое место на рынке. И вот следствие из этого, то, что является ли нечто победой или нет, определяем только мы сами для себя. То, что для окружающих может являться полным провалом, для нас может быть победой. Вот примерно эту историю, вот в 90-х годах Билл Гейтс посоветовал Уоррену Баффету вложиться в акции Google. И большинство из нас, если бы нам Билл Гейтс что-то посоветовал, то мы бы сразу побежали вкладываться. И Уоррен Баффет, он тогда отказался. Вот большинство из нас мог подумать, что, и дурак же он, был бы еще богаче, но это просто не соответствовало его стратегии. То есть он не понимал интернет-компании, как они вообще показывают такой рост, и он не хотел так рисковать. И, в принципе, то, что он является одним из самых богатых людей в мире, показывает, что, наверное, он был прав. Окей, все решения являются правильными или неправильными относительно некоторой цели. И об этом очень много говорят, но очень важно поставить цель. Вот у меня, например, как раз была в этом ошибка, что когда была та сумма, у меня не было дальнейшего понимания, что с ней делать. И в итоге она оказалась у тех, у кого была цель и было понимание, что с ней делать. После того, как мы поставили цель, очень часто мы стремимся показать какие-то феноменальные совершенные результаты. Но, например, Чарли Менгер считает, что лучше не стремиться к совершенным результатам, а банально избегать глупостей. И в долгосрочном периоде это позволит показывать значительно лучшие результаты. И, например, точно так же из мира стартапов считает Пол Грэм, основатель Y Combinator, одного из самых успешных венчурных фондов мира. И подтверждает это и один из экспериментов. В 60-х годах был проведен эксперимент, где анализировали, как теннисисты выигрывают и выигрывают матчи. И было обнаружено, что 80% новичков, они свои матчи проигрывают, а 80% профессионалов матчи выигрывают. То есть новички за время игры совершают очень много глупых ошибок, в то время как профессионалы этих ошибок не делают и побеждают за счет сильных ударов и неожиданных ходов. И вывод из этого такой, что в большинстве сфер жизни, какого бы мы высокого себе не были мнения, мы являемся новичками. Соответственно, мы значительно больше сможем достигнуть, если будем стремиться не принимать неправильные решения, а не стремиться принимать правильные. Как теперь эти неправильные решения не принимать? Вот один из инструментов – это использование первых принципов. Первые принципы – это некоторые неопровержимые факты. Например, то, что Земля вращается вокруг Солнца. И вот эти первые принципы стоит использовать для принятия дальнейших решений. Реальный пример, на котором я как раз допустил ошибку. Например, мы говорим с человеком, и нам рассказывают некую душераздирающую историю. И из того, что мы слышим эту историю, можно сделать только два вывода. Первое – то, что мы действительно слышим определенную информацию от человека. И второе, раз человек говорит эту информацию, то есть на это какая-то причина. При этом мы не можем сделать вывод, говорят нам правду, и по какой конкретной причине нам это говорят. И при принятии важных решений это нужно учитывать. И большой сторонник применения первых принципов Илон Маск. Вот здесь его цитата о том, почему он решил начать SpaceX. Здесь длинная цитата, но суть в том, что он посчитал, сколько стоит стоимость компонентов, используемых для ракет, которые делала НАСА. И он обнаружил, что стоимость всех компонентов составляет лишь 2%. Соответственно, вопрос лишь в том, как соединить эти компоненты. И он очень долго разговаривал, пытался выяснить, почему ракеты такие дорогие. Он не нашел на это ответ и в итоге решил сделать SpaceX. Здесь как раз пример мышления от первых принципов. Другой инструмент для принятия, чтобы не принимать неправильные решения, это использование фреймворка, который предложил Дэниэль Канеман. Очень часто, когда мы совершаем некое решение, мы думаем только о благоприятном варианте, о том, как будет здорово, что если все получится. При этом мы совершенно забываем о том, что в какой ситуации мы можем оказаться, если все пойдет не по плану. И поэтому Канеман предлагает учитывать и откалиброванную уверенность, и ограниченное сожаление. Вот если, например, мы решаем инвестировать ли в какой-то актив, то для определения этой откалиброванной уверенности он рекомендует задать эти вопросы. А вот чтобы было ограниченное сожаление, вопросы такие. Особенно нравится мне 4-й вопрос. Не рискуем ли мы слишком большим количеством капитала? В общем, полезно его задавать при решении как-то инвестировать.
Другая частая причина, почему мы совершаем неправильные решения, это то, что мы считаем, что мы правы. Хотя никаких оснований на это нет. И очень часто бывает так, что... Вот здесь такая фраза, что лошадь сдохла, слезь. То есть мы думаем, что мы верим, что эта лошадь живет, мы вкладываемся в нее, но причин на это нет. Или, например, вот другой пример, к которому пришел, что очень опасно думать, что мы в безопасности. Обычно мы начинаем меняться только тогда, когда происходят плохие изменения. Но делать это нужно всегда. Вот ребята из Kodak со мной согласились бы. Некогда великая компания, которая знала, что все придет цифровым фотоаппаратом, она, тем не менее, продолжала вкладываться в пленочные фотоаппараты, и в итоге в 2017 году они стали банкротами. Так что меняться нужно всегда, и особенно тогда, когда все идет хорошо. Другая причина – это принятие неправильных решений – это ограниченное восприятие, или, как еще называют, когнитивные искажения. Их можно разделить на следующие группы, то есть из-за переизбытка информации мы выбираем только то, что некое определенное значение, из-за сложности понимания мира, из-за необходимости что-то как-то быстро реагировать. И из-за того, что нам вот в конкретный момент нужно что-то вспомнить, мы становимся подвержены этим когнитивным искажениям. И вот искажений их очень много, я остановлюсь на двух из них. Это так называемые эффекты Кея, названы как раз в честь мебельной компании, и его суть в том, что мебель, которую мы собираем сами, мы вкладываем в это свою энергию, соответственно, мы ценим ее значительно сильнее. И другой эффект – это субъективное придание значимости. Например, вот я за эту презентацию многое дал бы, поэтому она для меня ценна, но для вас, наверное, просто это очередная прикольная или неприкольная презентация. И вот эти штуки, они часто влияют на принятие решений. И в том числе это ведет к зависимостям. То есть мы очень верим в какую-то идею, продолжаем работать над ней, но хотя идея оказывается нерабочей. И вот из этой зависимости, то есть мы не являемся свободными, и не будучи свободными, мы не можем принимать правильные независимые решения. И вот мы сейчас поговорили обо всем об этом, но, скорее всего, это просто забудется, и ничего с этим куда дальше не уйдет. Поэтому сейчас расскажу о трех упражнениях, как это можно начать применять уже сейчас. Первое упражнение – это проанализировать плохие и хорошие решения, которые мы совершали. Вот прям рекомендую проделать это упражнение сегодня вечером после митапа. Как его делать? Нужно взять 5 лучших и 5 худших решений за последний год и посмотреть на паттерны среди них. Например, у меня, когда я проделал это упражнение, обнаружил, что при худших решениях я вообще ни с кем не советовался. Я вот был уверен, что я делаю все правильно, и это приводило к ужасным результатам. При хороших решениях, наоборот, я довольно долго общался с людьми с разных точек зрения, и это к чему-то приводило. И после этого стоит подумать, как мы можем копировать процесс принятия хороших решений и как изменить процесс мышления, чтобы не принимать плохие. Другое упражнение – это выбрать самое важное решение, которое у нас есть сейчас, и подумать, каким когнитивным искажениям мы можем быть подвержены при его принятии. И вот я рассказал о 2 искажениях, но вообще их в Википедии насчитывается около 180. И все из них так или иначе в разные ситуации на нас влияют. И я, в общем, совершив те ошибки, поработал над этой темой, я сделал такую визуализацию в табло, есть на моем сайте, где можно увидеть все эти искажения. Там они разбиты на 4 группы, как раз переизбыток информации, сложность понимания, необходимые быстрые реакции и что вспомнить. И от принятия важного решения, то есть стоит просто хотя бы взглянуть, каким искажениям мы можем быть подвержены. И третье упражнение – это ведение журнала решений. То есть в школе, когда мы обучаемся, нам учителя ставят оценки. На основании этих оценок мы понимаем, правильно мы что-то делаем или нет. И вот если мы хотим улучшать качество принимаемых решений, то нам стоит тоже создать механизм обратной связи. И задача ведения этого журнала решений состоит в том, чтобы избежать так называемый hindsight bias, то есть суждения задним числом. Когда мы думаем, что в момент принятия решения мы думали определенным образом, когда себя оправдываем, и в итоге не получаем честную обратную связь. Это журнал решений, кстати, предложил тоже Даниэль Канеман. И как его использовать? Первое – записать, что мы ожидаем. Второе – это подумать, почему мы вообще это ожидаем. И третье – описать, какие эмоции мы испытываем в этой ситуации. И об этой штуке я узнал еще полгода назад, но тогда я подумал, что да, это классная вещь,
И дальше это дело не ушло. Я только сегодня проделал это упражнение как раз перед этим выступлением. И вот это является одной из причин, почему я решил делать выступление. Потому что обычно люди, когда рассказывают о своем опыте, они говорят об успехах. Здесь же немного противоположная ситуация. Но мне кажется, что стоит сделать, потому что я считаю, что более долгосрочном периоде лучше придерживаться цели уменьшения сожалений. То есть так, чтобы в 90 лет вот мы не сидели и не думали, что, блин, как жаль, что я сделал это, не сделал это, чтобы таких моментов было как можно меньше. Вот чтобы было как можно меньше сожалений, стоит не делать глупостей. То есть не нужно принимать неправильных решений. И чтобы не принимать неправильных решений, нужно учиться на ошибках. И вот есть исследования, которые сравнивают различные способы обучения. И там доказали, что вот наиболее эффективный способ обучения – это учить других. Так остается даже 90% информации, и что даже лучше, чем если мы сами делаем, что делаем. Поэтому, если вы нашли происходящее на сегодняшнем этапе полезным, то рекомендую просто рассказать это друзьям своими словами, чтобы все это осталось в голове. Здесь ресурсы, вот там вот ссылка на Google файл, где я собрал некие книги, статьи, видео, которые я использовал, чтобы к этому всему прийти. Ну и здесь мои контакты, телеграм-канал, где я что-то иногда пишу, и соцсети. Все, спасибо.